Здравствуйте, добро пожаловать на Ламри. Я объясню значение этой загадочной фотографии чуть позже, а сейчас тибетский. Кстати, название этого занятия мы никогда не знаем, что за люди перед нами. А вот и тибетский текст из Ламрима. Если вы продолжите делать эту медитацию, которую я просил вас хранить, чтобы не потерять традицию, которую я получил с таким большим трудом, начните со своей матери в этой жизни и подумайте о том, сколько раз она была вашей матерью в прошлых жизнях снова и снова. И затем мы расширяем. У нас есть картинка, где расходятся круги по воде. Мы расширяем видение подобно тому, как расходится рябь в пруду, когда мы бросаем в центр камень. Расширьте его до своего отца. Расширьте его до своего отца в этой жизни. Мой отец в этой жизни был моей матерью в бесчисленных жизнях. Так что включите в это видение своего отца. Начните со своей матери в этой жизни. Представьте, что она была вашей матерью бесчисленное количество раз. Затем, когда вы будете готовы, расширьте его до своего отца. Палаго. Включите медитацию своего отца. Затем включайте других родственников. Это могут быть тети, дяди, бабушки, дедушки и так далее. Затем Тенапарма. Переходите к незнакомым людям, к людям, которых вы никогда не встречали. У меня есть несколько соседей, с которыми я никогда не разговаривал. Они мне нравятся, мы улыбаемся друг другу. Но они не родственники. Они просто нейтральные люди в моей жизни. Что значит вы преуспели в этом? Это означает, этот опыт расширился. Это идиома в тибетском языке, которая означает, что как только вы научитесь хорошо представлять свою маму и папу, а затем других родственников и людей, о которых вы мало что знаете, тогда вы готовы к драчомпа, противник, враг, да. Тогда вы готовы работать с врагами. На санскрите это арихат, что значит разрушитель врагов. Итак, Друн Лама Кхин, сосредоточьтесь на своих врагах, на людях, которые вам не нравятся. И Мачерпа сам, подумайте о Ма. Здесь не отрицание. Это значит, что они были вашими матерями. Мачепа. Они были вашей матерью. Подумайте об этом. Самдже. Пока самдже означает после этого, пока не достигнете такого момента, когда сможете это делать по отношению ко всем живым существам, он не упоминает животных и насекомых. Это одно из значений слова «семчен» и в разговорном тибетском. Это распространяется не только на людей, но и на других существ. Итак, это расширение медитации. А сейчас очень интересно и известно возражение, он пытается продать нам машину. Пабонка Рипаче пытается продать нам машину, которая называется Марше. Осознание того, что все живые существа были вашей матерью. В каждой продающей презентации есть возражение, верно? Покупатель возражает. В центре Аризоны не так уж много зарядных станций для электромобилей. Тогда продавец возвращается и говорит, верно, но открывается много новых. Итак, вот возражение покупателя, то есть наше. Если бы кто-то был моей мамой, я бы знал об этом. Я бы знал, да ладно. Если бы кто-то потратил 20, 30, 40 лет, чтобы кормить меня, растить меня, учить всему, я ведь не дурак, я бы узнал ее, я бы знал. И поскольку я не признаю в этих незнакомцах свою мать, то они никогда не были моей матерью. Если бы они были моей матерью, у меня было бы особое чувство к ним. Я бы почувствовал связь. Но я не чувствую никакой связи, так что я не думаю, что они были моей мамой. А далее следует ответ Пабонки Рипаче, продавца. Даже Будда
не способен воспринимать собственными глазами, что кто-то не был его матерью. Ма-мачи, не быть матерью. Даже Будда не обладает способностью определить, что кто-либо не был его матерью. Я согласен. Вы не чувствуете, что они были вашей матерью. Вы не чувствуете связи с ними, я понимаю. Но Будда чувствует. Человек, который видит все, видит эту связь. Так что я понимаю, что вы не чувствуете связь. Я понимаю. Но вы просто глупы и заблуждаетесь. Потому что Будда, который видит все, говорит, они были. Так что не думайте, что если у вас нет эмоциональной связи с кем-то, то он или она никогда не были вашей матерью в прошлой жизни. Не стоит так думать. Внешность может быть обманчивой. Есть люди, которые... Люди не такие, как мне кажется, и люди не такие, как мы их воспринимаем. И я хочу привести один пример. Это следующая фотография. Там я, преподобная Джигни и моя жена Вероника. Мы делаем первый взнос за это крошечное кафе, которое мы покупаем у этой пары. Им обоим за 70 женщин. Женщину зовут Сверчок, это ее прозвище, потому что она вот такого роста. Когда они проводили свой медовый месяц 100 лет назад, управляющий гостиницей сказал новоиспеченному мужу: «Эй, не потеряй этого сверчка! Не дай этому сверчку упасть с кровати, иначе ты ее потеряешь». Поэтому они назвали кафе «Сверчки» в честь жены. Она заведовала кухней, можно оставить фотографии. Она управляла кухней, а на выходных появлялся муж и наливал посетителям кофе. Он просто говорил, он подходил к столику очень так застенчиво и говорил: «Хотите еще кофе?» И я говорила людям, я частенько бывал там, может быть, он немного отсталый, или ему просто вручили кофе и сказали: «Спроси людей, хотят ли они еще кофе». Позже я узнала, что он один из ведущих астрономов в мире. Он руководил обсерваторией Лоуэлла, где был открыт Плутон. Он лично обнаружил атмосферу Плутона. И он следит за 1000 астероидов, чтобы убедиться, что они не упадут на эту планету. И он изобрел систему для их отслеживания. И тогда я вдруг... Я такой, он не вовсе не скучный недотепоразливающий кофе. Он всемирно известный астроном. Он один из величайших ныне живущих астрономов. В чем здесь урок? Только потому, что кто-то не кажется тебе гением, не значит, что он гений. Если ты не ощущаешь, что кто-то твоя мама, возможно, твои чувства просто ошибочны. Может быть, ваше впечатление об этом человеке неверно, и, может быть, он не тот, за кого вы принимаете. И чем старше вы становитесь, Гелси может вам рассказать, тем больше вы осознаете, что вы встречаете людей, и ваше суждение о них совершенно неверно. Даже ваша мама в этой жизни, вы не знаете, кем она будет в следующей жизни. Она может быть стать собакой, мы не знаем. Она может быть стать вашей собакой. Ваша любимая собака может быть вашей матерью, которая умерла ранее при вашей жизни. Мы не знаем. Может быть, вы не понимаете, может быть, вы просто не знаете. И нужно читать Гёнепа. Гёнепа читается вместе. Гёнепа означает настоящий, подлинный. Это идиома. Гёнепа означает настоящий. Есть случаи, когда детей
разлучают с матерями, и дети уже не узнают их, когда встречаются с ними позже. Недавно я услышал историю, как одна женщина отдала свою дочь или сына на усыновление, когда он родился, а позже они встретились друг с другом, и они часто пересекались, так что они не знали, что они мать и сын. Они просто не знали. Потом неожиданно все выяснилось, и они такие: «О Боже!» Так что и такое бывает. Если ваша мама умерла в этой жизни, она могла родиться собакой, вашей собакой, и вы бы даже этого не знали, вы бы этого не почувствовали. Есть люди, которые разлучились с матерью в этой жизни, и позже они встречают свою мать и не узнают ее. Так что не думайте, что вы обладаете, обязательно ее узнаете. Подумайте об истории монахини по имени Утпала Варна, что означает цвет голубого лотоса. Прекрасный голубой лотос. И была монахиня с таким именем. Подумайте об этой истории. Это отрывок из стихотворения и это часть более длинного стиха, который является сутрой. В этой части говорится, что этот парень есть плод своего отца и бьет свою мать по голове, шлепает мать по голове. Цок означает в другом написании, это означает шлепать. Вы ведь знаете эту историю, да? Рядом с прудом жила семья, отец постоянно там рыбачил, и он ел эту рыбу. А мать была очень привязана к дому. Потом они оба умерли, у них были дети, и когда они умерли, у них родился сын, и потом они умерли. Отец переродился рыбой в том пруду за домом. У нас была эта история в Ламиме. Мы вам дали эту историю полностью. Мама умерла и родилась собакой, которая принадлежала сыну. И эта собака была очень привязана к дому и рычала на любого, кто входил в дом, потому что в прошлой жизни собака была матерью, которая была привязана к дому. Потом парень женится, у него есть собака, он также ловит рыбу в озере за домом, в пруду за домом. Иногда он ловит своего отца и ест его за ужином. Отец умирает и снова рождается в пруду. Потом сын ловит другую рыбу, и это снова отец. Потом он ест эту рыбу. И вдобавок ко всему этому, один парень увлекся его женой и завел с ней роман. И тогда он убил того парня. И так как того парня привлекали половые органы его жены, он родился в утробе жены и стал их сыном. То есть этот парень есть, когда он ужинает, собака пытается стащить рыбу с тарелки. И он бьет собаку, ударяет собаку по голове, которая является его матерью. И он ест своего отца. И он обнимает парня, у которого была связь с его женой, и который теперь сидит у него на коленях, и это его сын. Тогда приходит Мудхагалиана и просит обедки в чашу для подаяния. И тот парень говорит: проваливай отсюда. Затем подходит другой монах и говорит: ты понятия не имеешь, кто такой Мудхагалиана. Он может отправиться на любую из 1000 планет на ужин. Ему не нужна твоя еда, он пытается тебе помочь. Кстати, а потом он рассказывает ему эту историю о том, что происходит в его доме. Поэтому мы не всегда знаем, кем окружающие нас люди были в прошлом. Разные люди в нашей текущей жизни вполне могут быть теми, которых мы знали раньше. Я встречал людей, которые вполне возможно были моей матерью. Мы не знаем, мы на самом деле не знаем. Хорошо, история о монахине по имени Утпала удивительно еще потому, что у нас есть монахиня по имени Утпала, которую мы очень любим. И, как я уже сказал, я не знаю эту историю, поэтому я нашел ее для вас. Это моя работа. И мне нравится эта работа. Я нашел эту историю о голубом лотосе, об Утпале. И вот фотография голубого лотоса для вас, просто чтобы настроиться.
Ее зовут Утпала-Варна. Я нашел эту историю в сутре под названием До Цзангдун. Скажите До Цзангдун. Мне нравится название сутры. Мне нравится название сутры, потому что она называется Сутра о мудрых и глупых. Сутра называется «Мудрецы и глупцы». И это очень красивое название. Я имею в виду, что это хорошее название для любой книги. Я прочитал эту историю, она очень старая, такая же, как сутра, очень-очень старая, и ее трудно было читать. Пару раз я останавливаюсь и говорю, это уж слишком, у меня нет времени разбираться в этой истории. Но я преодолел эти трудности, и теперь хочу рассказать вам эту историю. Она того стоит. Итак, начнем. Кстати, ее история была кратко изложена в Ламрине раньше, но я расскажу вам всю историю. Чичир нашел. Чичир. Чичир, так. Извини, давай начнем чуть ниже. Тене. А затем 4 абзаца ниже. Тенегелон. Мистер Тим. Пропусти 4 строчки. Пропусти 4 абзаца. Да, Тене. 347. Отлично. Эта история начинается с того, что несколько буддийских монахинь подходят к старшей монахине. Монахини подошли к месту, где сидела монахиня по имени Голубой Лотос. Они поклонились Голубому Лотосу и почтили ее должным образом. И они сказали, мы хотим спросить тебя кое о чем. Следующий абзац. Мы пытались жить семейной жизнью и были обмануты. Лю означает обманули нас. Мы попробовали быть женами, и ничего хорошего из этого не вышло. Поэтому мы стали монахинями. Но нас до сих пор привлекает семейная жизнь, секс, красивая одежда и тому подобное. Мы все еще не этими идеями, этими мыслями. Здесь использован древний глагол, образованный от слова клеша. Нас все еще беспокоят эти мысли. Помните определенное ментальное омрачение? Нас все еще одолевает желание иметь дом, мужа, одежду. Мы не смогли преодолеть его. Мы не смогли мокша от этого. Если ты любишь нас, почтительная форма, если ты любишь нас, пожалуйста, научи нас святой Дхарме, чтобы помочь нам одолеть эту привязанность к нашей прежней семейной жизни. Утпале Мепа. Как нам лучше назвать ее? Лотос цвета индиго? Да, хорошо. Индиго ответила им. Вы хотите, чтобы я рассказала вам о том, что было в прошлом, или о том, что произойдет в будущем, или о том, что происходит сейчас? Что вы имеете в виду? Вы хотите историю из далекого прошлого или историю из будущего? Кстати, в тот момент она уже была архатом. И есть прекрасная история о том, как она стала архатом. Итак, она архат, и она спрашивает, вы хотите, чтобы я поведала вам будущее? Вы хотите, чтобы я рассказала прошлое? Чего именно вы хотите? Я согласна обучать вас, но скажите мне, о каком времени вы говорите? Означает, давайте забудем про прошлое и будущее на сегодня. Просто скажи нам, что происходит сейчас. Дай нам что-нибудь, что сможет нам помочь преодолеть влечение к мужьям и дому, которые раньше у нас были.
И мы просим Тебя освободить нас от сомнений. Освободи нас от сомнений. Паламепа. Она ответила: привязанность к мирскому, привязанность к семейной жизни — это как огромный пожар, огромный лесной пожар. Он может сжечь и горы, и долины. Это также похоже на род в том смысле, что это геометрическая прогрессия. Один человек рожает ребенка, у того появляется 2 детей, у этих детей 4 детей, и желание иметь тенденцию умножается. Вот слово для кхеча тим аятана в Абхидхарме. Мы называем это вратами чувств, но на самом деле это слово означает экспансиональные врата чувств. Одно восприятие объекта может привести к 1000 мыслей. Из-за привязанности к вещам люди причиняют друг друга боль. Они наносят друг другу вред. Если это продолжается какое-то время, мы попадем в 3 низшие сферы. А когда мы попадем в низшие сферы, то освободиться оттуда почти невозможно. Иметь дом, мужа и все остальное похоже на то, как если бы вы пытались практиковать привязанность и страх непривязанности, страх потерять вещи. Живя домашней жизнью, вы изучаете привязанность и страх потерять то, что у вас есть. Это постоянный поток перерождения, старения, болезни, смерти и несправедливости со стороны правительства, говорит она. Я не знаю, почему она это туда вставила. Вероятно, был близ день уплаты налогов. Несправедливость в правительстве, я не знаю. Возможно, есть другая сутра об этом. После того, как вы умрете, эта привязанность к дому, к своему жилью будут продолжать воздействовать на вас. Последствия продолжаются и после вашей смерти. Там говорится, что даже если вы просто попадете в ад под названием оживание, так что это либо ссылка на ад оживания, либо на то, что эти привязанности возродятся. Они вернутся к вам. В любом случае, они будут продолжаться, впоследствии страстное желание в этой жизни продолжается и в будущей жизни. Дунте. Дунте се тум. Они мучают ваш ум. Если говорить кратко, домашняя жизнь для женщины подобна тюрьме. Это ее последнее слово. Сегодня я хочу остановиться здесь. Я согласен с тем, что будет неплохо иногда давать вам передышку, более короткое занятие. Итак, мы закончим на сегодня. И затем продолжим рассказ о голубом лотосе, монахине по имени Голубой лотос. Эту историю вы никогда не забудете. Именно поэтому я поместил ее в Ламрим. Увидимся на следующем занятии.